Звонкоголосая немка Сандра Лауэр, более известная под своим сценическим псевдонимом Сандра, была настоящей суперзвездой 80-х 90-х. Советские граждане полюбили ее еще во время участия в трио «Арабески», а позже и как сольную исполнительницу. Потом Сандра записывала сольные хиты и участвовала в феноменально успешном проекте «Энигма», который придумал ее первый муж Михаэль Крыту. Однако личная жизнь певицы в итоге обрушила ее карьеру, и пусть ее популярность осталась далеко позади, но сцена так просто не отпускает. Иногда бывшая королева диска не прочь зажечь на концертах, как во время своей бурной молодости. Сладкий голос этой певицы наверняка многим из нас навевает приятные воспоминания о юности, а кому-то о детстве. Помнится песня «Мария Магдалена», звучала на каждой дискотеке и чуть ли не из каждого кассетника. С немецкой поп-дивой по степени популярности могли мало кто потягаться. Давайте вспомним Сандру и посмотрим, как она выглядит сейчас и чем занимается на своем 7-м десятке лет. Это была не самая приятная в мире работа, бесконечный гастрольный чес, да еще две старшие коллеги из «Арабесок» изводили девушку дедовщиной. Кто их сейчас вообще помнит, этих коллег? Не думаю, что многие. Но Сандра не сломалась, а получила отличный концертный опыт и вдобавок встретила любовь румына Михаэля Крыту. Представляясь Михаэлем Крыту, он выступал с «Арабески» в качестве клавишника, но хотел и само собой мог делать совершенно другую музыку. В 1985 году Сандра порвала мировые чарты хитовым альбомом The Long Play. Именно для него был спет всем известный сингл «Мария Магдалена» о девушке, которая не желает каяться в своих чувствах и мечтает о еще большей страсти. Альбом сочинил, аранжировал, спродюсировал и записал Михаэль. Пара заключила брак и переехала из Германии на Ибицу, купив там самый настоящий средневековый замок и организовав охрану, надежно закрывшую частную жизнь новых суперзвезд от любопытных глаз. Сандра взяла фамилию мужа. В начале 90-х Михаэль Крыту представил новый громкий проект «Энигма», в котором электронная музыка сочеталась с григорианскими хоралами и народными напеваниями. Необычный саунд и уникальное настроение композиций «Энигмы» обеспечили проекту обожание публики. Хотя долгое время создатели композиций сохраняли анонимность, голос Сандры поклонники узнали сразу. Сандра поставила карьеру на паузу, когда в 1995 году у нее и Михаэля родились двойняшки Никита и Себастьян Крыту, а в 2007 году произойдет событие, которого никак не ожидала звездная певица. Михаэль увлечется молодой моделью и однажды скажет жене грустное «Прощай». Развод стал сложным испытанием для Сандры. Муж, который был для нее самым близким человеком, провел все быстро и жестко. Певица не потеряла возможности общаться с детьми, но юристы Крыту запретили ей появляться с сыновьями на людях и каким-либо другим образом демонстрировать их в публичном пространстве. Сейчас парням по 28 лет, и о них мало что известно. Никита живет в Голландии и руководит сервисом по набору персонала, а Себастьян работает в звукозаписи. Несколько позже бывший муж не раз будет помогать Сандре в ее проектах, однако прежний творческий запал блистательного союза вскоре исчезнет. С уходом Михаэля известность певицы заметно поубавилась, а порой удача просто отворачивалась от нее. После развода с Михаэлем Сандра вновь вышла на сцену. Ее часто приглашали на набиравшие тогда популярность ивенты звезды 90-х. Фанаты не могли не отметить, как изменилась звезда, поправилась, лицо стало ощутимо круглее. Певица отрицала все подозрения в злоупотреблении спиртным, объяснив лишний вес и отеки гормональной терапией, которую проводит для лечения застарелой травмы сустава.
Сандра вновь расцвела, познакомившись на вечеринке у подруги с Олафом Менгесом. Они встречались 3 года, а в 2010 году оформили отношения. Она вышла за него замуж и снова поменяла фамилию. Пара поселилась в замке Сандры на Ибице, и певицу будто прорвало. Она без устали говорила о своей поздней настоящей любви, сравнивая Олафа и Михаэля. Не в пользу последнего, конечно. Новый муж стал новым продюсером певицы, но возвращение на актуальную сцену это ей не принесло. А в 2014 году и Менгеса ждал отворот-поворот. Причины второго развода Сандра также не стала пояснять, просто вычеркнув Олафа из жизни. Она взяла себе двойную фамилию – Ландер-Крыту и снова заперлась в замке, встречаясь только с детьми и некоторыми близкими друзьями. Последний на данный момент альбом она выпустила в 2016 году, если исходить из информации на официальном сайте певицы, и сенсацией он, увы, не стал. Певица продолжает иногда, кто-то может сказать и часто, все ведь относительно, выступать на ностальгических дискотеках и своих концертах и периодически выходить на связь с поклонниками. На ее сайте можно найти график ее будущих выступлений. Сандра не ведет активно соцсети, обновление там происходит редко, от случая к случаю, поэтому получать в постоянном онлайн режиме свежие новости о ее жизни и как она выглядит не получится. Сегодняшняя Сандра мало напоминает ту девушку в коротенькой юбочке, блистающую красотой и идеальными формами тела, но она принимает себя такой, какая есть, и не падает духом, а, как и прежде, поет песни о высоких чувствах. Сандра живет в том же огромном замке, первой покупке в счастливые супружеские годы с Михаэлем Крыту, прислуга, любимые коты, вот и все другие обитатели этого средневекового строения с башнями, напоминающими давно ушедшие мощь и красоту. Праздником для Сандры становятся приезды сыновей, один из которых, Себастьян, поддерживает семейные традиции, он пишет музыку. Конечно, в любом случае, в таком зрелом возрасте Сандра, специализировавшаяся на танцевальной музыке, уже не осталась бы действующей участницей хит-парадов, но очень жаль, что жизнь очень талантливой исполнительницы сложилась так, что ей пришлось сделать большой перерыв в карьере, ведь сцена с детства была главной страстью певицы, и она заслужила того, чтобы блистать на ней. Впрочем, ретро-хитов Сандры у нас никто не отнимает, и надеемся, что сейчас ей отлично живется на райской Ибице в прекрасном комфортабельном замке.